уважаемые коллеги. Корреспондент агентства Синьхуа. Перед Новым годом лидеры России и Китая заявили, что хотели бы продолжать сотрудничество в международных делах. Назовите, пожалуйста, главные международные проблемы, по которым Россия рассчитывает на эффективное сотрудничество с Китаем в этом году. Конечно, ядерная проблема Корейского полуострова – это одна из серьезнейших тем, которая стоит на международной повестке дня. И Россия и Китай активно взаимодействуют на этом треке. Как вы знаете, у нас с Китайской Народной Республикой есть совместная инициатива, которая касается перехода от конфронтации к политическому регулированию проблемы, которая возникла на Корейском полуострове. Для начала мы предлагаем всем успокоиться и заморозить любые конфронтационные действия, прежде всего действия, связанные с проведением военных мероприятий, будь то запуски ракет, испытания ядерного оружия или организации крупномасштабных маневров, которые Соединенные Штаты с Республикой Корея, а потом и с Японией проводили и проводят в этом регионе. И когда такое замораживание, такой мораторий на недружественные шаги, на конфронтационные шаги вступит в силу, мы будем активно поддерживать прямые контакты между наиболее заинтересованными сторонами. Это, конечно же, если говорить о ядерной проблеме, это прежде всего Пхеньян и Вашингтон, но будем готовы сопровождать их двусторонний диалог и в рамках так называемого шестистороннего процесса с участием также России, Китайской Народной Республики, Японии и Республики Корея.